Хотите честный тест? Ответьте прямо сейчас. Что случится с вашей жизнью, если завтра у вас исчезнет лишний вес? Вот, ваша реакция — это и есть причина, почему до сих пор вес держится. Меня зовут Катерина, я психолог и сексолог, и сегодня я расскажу о психологических механизмах лишнего веса. И да, я сама похудела на 16 килограммов без диет и без спортзала. Ну что ж, моя история. Много лет я жила в режиме 5 раз в неделю спортзал, подсчет белка, отказ от углеводов, чувство вины за каждую сладость и вообще пропущенный кусок. И даже если это обычный прием пищи, мне казалось, что нужно есть минимально, насколько можно, и максимальное количество белка. Да, и у меня мой день составлял, например, даже кусок отбивной, не жареный на масле, без соли, без специй, вот, салат, который заправленный лимонным соком, вот, и потом так пару часиков в спортзале с хорошим весом попотеть. Вот примерно так выглядела моя тогда жизнь. Вот, и чем я больше старалась, тем хуже я себя чувствовала. В какой-то знаменательный момент я начинаю поправляться, и буквально за 7-8 месяцев я поправляюсь на 18 килограммов. Почему? Причиной было расставание после 4-годичных отношений. Эти отношения прекратились, и вот я начала набирать вес на 18 килограмм, да, то есть я всегда была худая, и мой вес был в районе 49 килограммов, иногда даже 46, при росте 1,67 м, и тут 67, рекордное число, я была в шоке. Вот. При этом я все равно занималась в спортзале, плюс-минус правильно питалась, засыпала до 12 часов ночи, просыпалась в 6-7 утра. Вот, не употребляла алкоголь и была еще ко всему вегетарианкой, да, то есть мой, в принципе, спектр еды был и так уже чуть-чуть ограничен. Вот. И почему же я поправилась? Ответ простой. Тело обслуживает сценарий мозга. Кто-то говорит, что тело союзник мозга, можно и так сказать, но чуть неправильно. Все, что мы себе тут считаем, все, что мы тут себе решили, тело просто обслуживает. Вот мы считаем, что нужно защищаться, тело исполняет. Все, будем больше, будем такие прям мощнее, да, не так будет легко подобраться. Вот. Поэтому к телу вообще вопросов не надо, все вопросы к своей голове можно ставить. Вот. Что это был за период? Я жила в Альпах, то есть я была очень далеко от дома, у меня было очень много работы, и мне прям нужно было качаться в зале, я так себе считала, чтобы вывозить всю эту нагрузку, которая была на мне. Вот. Никто, кроме меня, не мог защитить меня, да, еще такой легкий флер недоверия к противоположному полу, да и, в принципе, к миру, потому что нельзя делить на что-то. Вот. И тут уловите ключевое — защитить. Вот это и есть дефект мозга, да, то есть мы считаем, что как будто бы это очень целесообразно, а спойлер, защищаться ни от кого не надо. Если есть базовое доверие, то просто этот поток, если ты с распростертыми объятиями к миру, да, и с любовью, кто тебе будет делать больно? Кто-то будет. И мы просто это как будто бы пропускаем, потому что, да, когда фильтр чистый, ничего не остается. Вот, но к этому дальше. У меня было ожирение не такое, что у меня все висело, я была прям такая помпушечка. Нет, у меня было прям ожирение по типу качка. Я занималась и с огромным весом, я была прям такая огромная. У меня были такие огромные плечи, руки такие, спина, ноги, попа, конечно же, потом пресс, обязательно кубики, как же без этого. Я была прям такая внушительная барышня, можно так сказать. Вот, и перед тем, как мое тело начало возвращаться к норме, начало худеть, да, я так в какое-то время пробыла вот такой толстенькой, вот, я помню, я писала в тот вечер в своем дневнике об уязвимости. Для меня это было таким открытием, я как будто бы, да, об этом слышала, об этом знала, но в тот вечер произошло вот прям какое-то сознание, после которого моя жизнь начала вот, да, как будто бы рассматриваться с этой новой точки зрения. Вот, такой прям глубокий инсайт. Вот, и что такое уязвимость? Уязвимость —
это способность открываться и к любви, и к боли, и переживать весь спектр чувств, переживаний, которые существуют. Все мы стремимся вот жить на вот этих высоких вибрациях, там, да, радость, благодарность, интерес, успех, а никто не хочет вот жить прямо на дне, да, страх, стыд и вот эта вся что идет в приложении. Никто не хочет. Но диссонанс в том, что нельзя выбрать что-то одно и вот жить только на этом. Только открываясь для вот этого, мы можем получить вот эти высокие вибрации. Тогда опыт становится целостным и полным. Вот. И я такая себе думаю, ладно, жизнь игра, давай-ка откроемся, давай-ка поживем, посмотрим, что с этого получится. Я думаю, окей, я приняла для себя решение, что я готова любить. Я готова открыться. Да, может быть, мне будет больно, и, может быть, потом я пожалею о своем решении, но жизнь одна, почему бы не попробовать? И я вот так вот решаю, и мое тело тоже, да, наверное, где-то месяцев 7-8, и снова приходит в мой здоровый вес. Такое вот было путешествие в мою полноту. Вот, что я хочу дать вам, чтобы вы поняли, почему, да, если у вас страдаете от лишнего веса, почему он есть, как от него навсегда избавиться, без диет, спортзала и больше не возвращаться к этому вопросу. Есть 5 главных причин. Первая причина лишнего веса — это защита. Вес как броня. У кого-то страх близости, это я, добрый день, у кого-то травматичный опыт, лишние килограммы, условно говорят, ко мне не так легко подступиться. Да, тоже пример, уже не мой, но все же. Пример: женщина, пережившая токсичные отношения, вдруг резко набирает вес, когда начинается новый роман. Это не случайность, тело защищает. Вторая причина лишнего веса — это нарушенные границы. Очень часто лишний вес появляется у людей, которые не умеют говорить «нет». Подсознание делает так, чтобы вы занимали больше места и становились заметнее и недосягаемые, да? То есть, когда растет площадь тела, у толстого человека она будет побольше, растет и площадь границ, да? Тело воспринимает все прям буквально. Вот. Пример. Женщина, у которой была авторитарная мама, все детство нарушало ее границы этой девочки. В взрослой жизни тело этой девочки будет бессознательно выстраивать границу из килограммов, как вариант. Третья причина лишнего веса — это сексуальность и внимание. У многих женщин лишний вес связан с подавленной сексуальностью. Очень часто, особенно если это область бедер и живота. Вот, то есть как будто бы, да, защищает вот эти все наши женские органы. Вот, подсознание говорит: если я стану привлекательной, мне будет небезопасно, на меня будут смотреть, меня будут хотеть. Да, не каждый готов встретиться с таким челленджем. Вот, пример: девушки, у которых в подростковом возрасте столкнулись с навязчивым вниманием мужчин, во взрослом возрасте начинают держать лишние килограммы как способ спрятаться. Вот. Четвертая причина лишнего веса — это агрессия и непринятие. Многие из нас из детства учились: будь хорошей девочкой, улыбайся и не злись. Теперь пример с природы. В природе вообще лишний вес воспринимается как что-то очень позитивное и очень такое милое, хорошее, приятное. Да? Вот представьте себе хомячка. Он такой прям хороший, такой пухленький. Он не вызывает никаких негативных эмоций, да, и никто не воспринимает его как что-то агрессивное, что-то опасное. Он максимально позитивный персонаж, да, и у некоторых людей есть такая склонность к лишнему весу, чтобы быть таким пухленьким, миленьким, и окружающие не воспринимали его как что-то негативное. То есть какая стоит психологический механизм за этим? Человек старается быть милым и добрым, и нравится другим. И вот нашел для себя такой выход. Вот. Пятая причина лишнего веса — это желание быть сильным и влиятельным. Это звучит неожиданно, но часто люди бессознательно набирают вес, чтобы казаться более мощным, устойчивым и внушающим уважением. Особенно мужчины. Чем я больше, тем я значимее. Пример. Мужчина строит карьеру в жесткой конкурентной среде, может носить вес как символ силы и авторитета. Вот. В моем личном случае вес был про защиту. Я закрывалась от близости, потому что получила болезненный опыт. Вот, и я боялась открыться. И как только я позволила себе снова доверять,
позволило открыть сердце. Тело перестало нуждаться в броне, я перестала воевать с миром, воевать с собой, и килограммы ушли просто сами. Почему без диет и без спорта? Я полгода, вот эти, когда, да, мое тело похудело, я вообще не занималась никаким спортом. Я вообще не ходила в спортзал. Я начала есть мясо. Я могла кушать все, что я хотела, сладкое, соленое, жирное, жареное, вообще. У меня не было никаких ограничений. Вот, я могла выпить пиво или выпить вино, да, то есть алкоголь тоже имел место быть какое-то. Вот. И я разрешила себе просто все и вот наблюдала, что с этим будет. Вот, в принципе, и весь мой секрет. Через полгода я добавила пилатес, потому что у меня от рождения есть такая штука, как гиперлордоз в поясничном отделе. Моя поясница чуть более прогнута, чем у всех остальных людей, и поэтому она болит из-за того, что на нее больше нагрузки попадает, чем надо, да. И вот я решила позаниматься осанкой, чтобы спинка была ровная, красивая. Это единственный спорт, который вот я подключила, вот, и, в принципе, перестала заниматься спортом, чтобы добиться какого-то результата, то есть просто я сейчас занимаюсь, когда мне хочется, и вот себе в удовольствие. Могу целую неделю с утра делать йогу или пилатес, могу не делать, от этого, внешний вид мой никак не меняется, самоощущение может чуть меняться. Вот, сейчас мой вес примерно 51-52 килограмма, чувствую себя легкой, подвижной, здоровой, так плюс еще и спина не болит. Подведем итоги. Запомните, лишний вес — это не всегда про еду, это язык тела. И 5 причин, о которых мы сегодня говорили, это первое — защита, второе — границы, третье — сексуальность и внимание, четвертое — подавленная агрессия и желание быть хорошим, пятое — желание силы и влияния. Когда вы находите свою причину, борьба с лишним весом перестает быть пыткой, тело само приходит в баланс. Я понимаю, что не всегда легко так просто осознать, да, почему у вас так случилось. Вот, это иногда надо чуть порыться в подсознании, да, вскопнуть, и оно все станет явным. Вот, в принципе, можно этим и заняться. Приглашаю вас на консультации, такие вопросы тоже разбираю, обожаю психосоматику, очень хорошо прослеживается, да, по телу, сразу видно дефекты мозга. Обожаю. Вот, подписывайтесь, дальше буду больше рассказывать об этих механизмах и как от них избавиться, да, как все к этому здоровому состоянию и красивому прийти. Без диет и без спортзала, либо по желанию. Вот, с вами была я. Спасибо большое за внимание. Всем красоты, развития, здоровья и приходите еще. Пока.